Представители знака зодиака Весы, приветствую вас. Второй прогноз. Узнай будущее. Что будет меняться и что изменит вас? Прогноз на декаду на 10 дней с 20 февраля и до конца месяца. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Останемся реалистами, безусловно. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И хоть нас и объединяют знак зодиака один, но тем не менее мы все разные. Очень много составляющих для того, чтобы наша судьба походила на судьбу кого-то еще. Есть определенные энергии общие, но далеко не все. Итак, давайте будем узнавать, что же будет меняться, что же за события вас ожидают ближайшего будущего, или что заставит измениться вас, изменить свое мнение, какие перемены. И дополним картами Таро. Первая карта у нас будет неожиданность. И ваша сильная позиция. В чем ваша сила, в чем ваш успех, какие энергии вам помогают. Дела, работа, бизнес, учеба, документы, энергия денег, любовь, личная жизнь и отношения. И достанем карту совет. Что же тут за события ближайшего будущего? В целом благополучный период. И правда, у нас стационарный Марс. Тут куда-то и не поторопишься, и бесполезно что-то ускорять. Сама по себе карта благополучия, клевер, когда любая тема, любой вопрос, которым вы занимаетесь, закончится хорошо. Добрые энергии, позитивные, как и отношение к самому себе, так и, в принципе, по части, может быть, согласований. Я не могу сказать, что вы получите сразу документ. Тут может нам казаться, что наоборот, быстро что-то не согласовывается или словно становится на паузу. Документы мы можем не сразу получить тогда. Нам пространство говорит, а всему свое время, всему свой срок. Все равно тот механизм, который был запущен прежде, он работает. Но нам может казаться, словно жизнь на паузе. Вопросы не решаются или какой-то документ не подписывается. На самом деле, вот подождите. И все идет, повторяюсь, своим чередом. То, что мы не можем ускорить, от наших действий вряд ли ускорится. Скорее, мы тут себе поспешностью можем навредить. И об этом говорит карта. У кого-то может быть как переезд или поездка куда-то, дорога. Дорога по части денег, каких-то важных согласований и документов, может быть, недвижимость, или вы можете задуматься о работе на дому. Или каким образом к вам приходят деньги, может быть, как дополнительный доход. Если так или иначе, раз бубны выпадают, то деньги в центре внимания. Или построение, ну, как новой грамотности финансовой у каждого по-своему. И это все во благо. Карта дом выпадает. Вопросы, может быть, работы на дому. У кого-то так будет выпадать. Может быть, это необходимо, может быть, это по вашему желанию. И по аркану дом– это сами по себе стены, но еще и наши домочадцы, наши близкие. Для кого-то из вас это все же мы все разные. Если вы намереваетесь куда-то переезжать, вы можете узнавать, что меня ждет на другом берегу или каким образом я обустроюсь. Обе карты о стабильном периоде в эти 10 дней. Давайте посмотрим, что еще. И вам выпадает аркан, гроб. Я надеюсь, все правильно понимают. Завершение каких-то прежних процессов, или когда карта хочет сказать, что прежний этап жизни закончился. Будь реалистом, тебе совершенно необходимо сейчас новую стратегию и тактику отстроить. И больше все же у нас, опять же, бубны, поэтому финансовая стратегия, тактика на будущее или для себя новые варианты заработка, может быть, просчитывать, или как дополнительный доход. Есть финансовая сфера, которая требует вашего внимания. Здесь у каждого по-своему. И кто-то может завершать те или иные вопросы по части денег, проплачивать кредиты, например, в банках, или отправляться в инстанции, может быть, декларацию или любой иной документ, все, что связано с деньгами. Или наоборот, вы хотите получить ипотеку. И опять же, каким образом я буду ее выплачивать? Просчитать. Будь внимателен. Карта может также говорить о том, что и деньги вы получаете в этот период, но все же тогда она нас заостряет, не торопись их тратить. Что-то вы должны изучить, мои дорогие весы.
Возможно, кому-то из вас придется отправиться в высокие инстанции для того, чтобы провести важные согласования. Но тогда примите во внимание, что в этот период вы можете еще не видеть каких-то очень важных компонентов или деталей решения вопроса. Мы здесь больше изучаем. Однако эти две карты я вижу в концепции, что что-то у вас завершается неизбежно. И вот этот итог вы должны подвести. Может быть, это и свидетельствует одновременно как переход между прошлым и будущим. И тогда, в зависимости от поставленных задач, вам самое время что-то изучать. Вот этот спокойный период переложить на изучение новой стратегии и тактики, может быть, составление каких-то запасных вариантов, план А, план Б, план С. Перемены неизбежно будут, об этом нам говорит предыдущая карта. Но для вас будет немаловажно, когда вы будете уже знать или иметь вот эти самые запасные варианты, как вы будете действовать. Давайте посмотрим неожиданности. В неожиданностях это карта информационного хаоса, пятерка жезлов, я часто об этом говорю. Это тогда, когда мы сталкиваемся либо с большим объемом информации, или мы иногда сталкиваемся с людьми, на которых мы не можем понадеяться. Надейся сам на себя. Я должна сказать, по пятерке жезлов это действительно объем информации может быть большой. Может быть, и вы сами ищете какую-то информацию, на вас буквально сваливается какой-то новостной поток. Но тогда нам говорят, вот среди этого потока достаточно фейков. Да, там будет рациональное зерно, там будет истина, но прежде чем ты это найдешь, тебе придется что-то перепроверять. Быть более таким беспристрастным, внимательным читателем или слушателем, в зависимости от того, что вы изучаете или каким образом к вам приходят эти вести, новости. Здесь не поддаться какому-то общему настроению, потому что если информационный хаос, где-то может быть и хаос, когда люди не знают, как реагировать, они не знают, как поступить. И для вас это не должно быть камнем преткновения. Если кто-то не знает или сам находится в каких-то, ну, таких сложных ситуациях, вы не должны перекладывать человеческое восприятие на свое собственное. Доверяй, но проверяй. Будь внимателен буквально к информации. И два направления, это в чем ваша сила. Разделяй эмоции и реальность. Это единственный персонаж в колоде Таро, король кубков, который умеет как раз эмоций не добавлять в дела, связанные с финансами, или конкретно какие-то документы, те вопросы, которые нужно решать хладнокровно, рационально. Он не добавит себе эмоций, он умеет их исключить. И наоборот, что касается личной жизни, эмпатии, наших любимых людей, наших детей, да, все то, что нам нравится. Вот здесь эмоция, эмпатия. Самое время. Поэтому где-то разграничивать, не смешивать все в одну корзину, чтобы устранить вот этот хаос, вам придется. Дела, работа, бизнес. Вы знаете, вообще хорошее настроение. Могут приходить еще и какие-то новости. И с учетом пятерки жезлов мы можем что-то воспринимать так вот, как воодушевление. С одной стороны, да, хорошее настроение нам помогает, но карта пятерка жезлов настоятельно рекомендует перепроверяй. И по рыцарю кубков здесь могут быть как знаки внимания, какие-то комплименты, здесь может быть и даже знакомство. Но карта тогда говорит, не строй грандиозных планов. Это короткий период. Здесь вдохновиться на короткий период прекрасно. Или где-то, может быть, поехать, если вам предлагают, допустим, совершить поездку. Может быть, это и где-то сопряжено с личными интересами. Ну, тогда отправляйся. Но замыслы, ну, им сейчас не время. Потому что мы на фоне эмоций можем прошляпить какую-то реальность или поддаться, опять же, настроению. Несмотря на то, что, может быть, изучить, собрать, опять же, информацию или продумать в отношении конкретного человека вашу последующую стратегию, тактику, как к нему относиться. Может быть, и будут те люди, которых вы будете провожать из своей жизни, завершать что-то. Но есть, безусловно, и доброе, есть и то, что непонятное. Поэтому прояснять, где-то сомневаться, может быть. Это лучшая практика, нежели поддаться настроению любому, как и хаосу вот этому или какому-то, ну, как общему настроению, которое вокруг вас присутствует.
которая основана на чужом мнении. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие весы. Хотя я могу допустить, у кого-то личная жизнь в центре внимания, если что-то планировалось, как перевод отношений на новый уровень, вы можете узнавать, как в отношении меня будет работать закон, или просчитывать, допустим, с вашим любимым человеком переезд, или это будет переезд, связанный с семьей. И опять же, тогда есть желание вроде бы эмоций, но если мы говорим задуманной вашей идеи, она должна решаться все равно хладнокровно. То есть вот связь духа и материи, мои дорогие. Лунные узлы уже поменяли свою ось, и теперь это на оси рыбы-дева. Это, по сути, возвышенное и земное. Вот и для вас что-то возвышенное и земное. Наверное, не перепутать вот эти два направления. И про земное нам выпадает аркан император. Это может приходить как какая-то помощь, может быть, но не для всех. Я больше вижу, что согласование, какие-то важные документы, может быть, получение каких-либо сертификатов или сдача, может быть, экзаменов у кого-то, а в последующем вот эти знания вы переложите на практику, что изменит и ваш статус, это статусная карта, так и перспективы перед вами откроет. Может быть, кто-то отправится к руководителю, но я бы не сказала, что это добрый период проводить какие-то беседы с руководителем, с учетом пятерки жезлов, потому что вряд ли тут концепцию разговора вы сможете удерживать. Я не говорю, что нет, но я и не говорю, что да. Здесь император, он всегда поступает по-своему, и просчитать его заранее невозможно. Тогда карта приглашает быть самим, вас быть самим, вот таким императором, взять бразды правления над собственной жизнью или быть хозяином своей судьбы, направлений по заработкам или для себя какую-то новую стратегию, тактику, в очередной раз повторяюсь, по финансам согласовать или рассмотреть. Может быть, искать как вторичный доход. Но помните, легкие деньги опасны на все 20 лет, на весь период Плутона в Водолее. Поэтому император, будь мудрым императором, точнее, потому что мудрый император, он поставил перед собой цель, но понимает, чего я не могу изменить. Это обстоятельства раз и людей два. Поэтому надеюсь сам на себя это три, но буду готов корректировать мелкие планы, чтобы что-то более значимое, весомое, как цель, намерение, мечта было осуществлено. Вот берите бразды правления в свои руки над своей собственной жизнью. Ну, что тут добавишь? Любовь. У кого-то, правда, ваши отношения, которые могут развиваться и через конфетно-букетный период, у кого-то на работе. Служебный роман. И тогда будьте аккуратны, мои дорогие весы. Ну, а для тех, у кого ничего подобного нет, то тогда я хочу сказать, что прекрасный период, как и познакомиться, или если вы один или одна, может быть, задуматься, а стоит ли продолжать это одиночество, или мне нужно расширить круг моего общения, расширить социум, куда-то съездить, или каким образом новых друзей я могу обрести, может быть, и так. А для тех, кто в паре, карта любви. В целом же будет говорить, если мы на отношения, мы сумеем договориться, мы сумеем быть дипломатами. Давайте посмотрим, как карта совет. Восьмерка кубков будет проигрываться. Вот все то, что я говорила, это, знаете, вот как между прошлым и будущим. Не случайно вам выпал аркан гроб, потому что есть те перемены, которые практически на пороге, и нам придется себя менять. И будет очень хорошо, если мы сами выходим навстречу судьбе. По сути, восьмерка кубков– это когда мы ищем выход, и мы его находим. И если мы выходим навстречу судьбе, когда мы принимаем, что да, реальность теперь она присутствует, нравится она нам или нет, но уже есть какие-то как предпосылки перемен, и мы настроены себя менять тоже. Человек уходит налегке. Может быть, у кого-то это будет связано со сменой работы, например, когда вы будете теперь работать с командировками, а у кого-то прежде вы много перемещались и будете продумывать работу на дому. У кого-то смена именно графика работы может проиграться. Или есть какой-то вопрос, который вам нужно прояснить, может быть и завершить. Ну и как дальше действовать, тут тоже нужно изучить. В любом случае, как совет, смотри вперед. Тебе отсюда только вперед.
И отпускай все то, что в твоей жизни служит, ну, каким-то балластом, для тебя не будет прогрессом. Не держи тех, кто пытается, может быть, уйти из твоей жизни. Здесь у тебя это вряд ли получится. Оценивай правильно обстановку вокруг тебя. Ищи вот эту правду, не поддавайся на первую услышанную новость. Доверяй, но проверяй. Но какой-то путь тебе придется проделать самому или самой. И это не имеется в виду про личную жизнь или на какую-то сферу жизни. Это то, что где-то внутри вас самих. Это то направление или то решение, которое целиком и полностью зависит от вас. Будьте честны сами с собой. Правда, что есть смысл продолжать, а может быть, что-то уже нужно проводить. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.